Все трюки выполнены профессионалами. Данное видео несет ознакомительный характер и не является призывом к действию. Просьба не повторять увиденное. Это опасно для вашего здоровья и жизни. Красиво, правда? Всем привет, меня зовут Владислав Урбан, и я вывернул этот город наизнанку для того, чтобы показать вам то, что недоступно для глаз обычного человека. Я посетил множество подземных и наземных коммуникаций и объектов. Нашел места, интересные для проведения самых нестандартных мероприятий в мире. Я смог сколотить группу однодумців, з которыми мы хотим подарить вам нечто незабуваемое. І да, якщо ви хочете дивитися це відео з українськими субтитрами, клацніть кнопку на програвачі. And if you want to watch this video with English subtitles, click the button on the player. Вы попали на проект Urbanix, и отныне ваша жизнь не будет прежней. Все достаточно просто. Я считаю, что заниматься нужно тем, что доставляет тебе настоящее удовольствие, то, чем тебе нравится заниматься, то, от чего у тебя душа горит, то, чем ты хочешь заниматься бесплатно. Решил создать этот проект для того, чтобы реализовать это в реальность. Раньше мы делали сногсшибательные ивенты. Мы горели этим, и все горело вокруг нас. Мы старались сделать круто, и у нас это получалось. Только названия у этого проекта не было. Теперь есть. Типа формат, идея, цель. Какую мы цель ставим в этом всем? Вот в чем вопрос, который ты должен задать себе, в первую очередь, как основатель данной организации, данного проекта. Как бы я делал бы экскурсии, если был бы я экскурсоводом? У меня срака сейчас застрянет. Ах, я распузела, курва. Мое первая позиция вообще, это расположение человека в первую очередь к себе. Мне интересно общаться, дружить с новыми людьми и гулять с ними. Второе уже, показывать им что-то, рассказывать. Вот эта вот штука, она очень красивая. Каждый раз мы сюда спускаемся, и мы наслаждаемся вот такими вот видами. Куда ты полез? Во-во-во, мать полезла. Ты что, кончили, еще туда залез? В каждом потенциальном человеке я вижу товарища, друга. Это просто времяпровождение с человеком, как мы с тобой. Вот это такого формата мне интересно добиться. Мне не интересны экскурсии, когда ты человека привел, он говорит: так, вот тебе деньги, все, говорит, веди меня так, рассказывай, что за кабель. Ага, десяточка, хорошо, так, что за трубы? Так, все, так, по списку я все выслушал, все, давай, открывай люк, я пошел, все, пока. Это неинтересно. Мне интересно посидеть с человеком, пообщаться, чай попить, печенье поесть. Счастья, любви и доброполучия. Это Вот такой формат, открытый, домашний. Это прикольно. Погрузить его немножко в нашу, сферу деятельности, так сказать, в наш мир. Вот это я хотел бы всегда, чтобы человек попробовал. Либо уйдет он, либо понравится, может, останется с нами. Такой формат очень хотелось бы. Я был на 2 экскурсиях, которые организовал лично ты. Было выбрано определенное место встречи, где мы собирались. Потом ты уже, организованный сбор проводил, выдавал нужный инвентарь, реквизит, собирал на место отправной точки, где уже проводилась там выдержанная экскурсия на усмотрение. Люди, у которых была экскурсия, они сами могли выбирать маршруты, из которых предложены. То есть они вправе были судить, куда им пойти. То есть как это ломает шаблон обычного формата экскурсии. Есть какие-то мысли вообще, как попасть сюда? Слишком просто, мне кажется. Слышишь? Слишком просто. Это замануха. Тут объемники, наверное, должны быть. Гирконы по-любому. Гирконы? Слышишь? Посмотри, пожалуйста, на секунду. Тихонечко на предмет гирконов. Ого. Аккуратней, там может быть чоп сидеть.
Ну, в принципе, я думаю, что экскурсия очень классная тема. Допустим, люди, которые как-то этим интересуются, хотели бы увидеть подземную часть города, или вообще, в принципе, заброшенные какие-то места интересные, где раньше работали их бабушки, дедушки, какие-то заводы, промзоны. И, в принципе, для человека это кажется за гранью вообще фантастики. Как туда можно пробраться вообще? А на самом деле, для нас, люди, которые этим занимаются, это проще просто как посрать сходить. И, в принципе, я считаю, что то, что делает Влад, это очень классное дело, так как люди, которые по какой-то причине не могут или боятся, или не знают, как можно попасть под землю, благодаря нему, благодаря проводнику, они могут это сделать. То я думаю о Владе как о проводнике. Ну, он очень хороший проводник, очень мне нравится в Владе вот эта вот черта, очень хорошая, такая немного сельская, коммуникабельность, вот эта вот наглость к людям, именно располагать к тебе людей очень так сильно, прямо аж так. Говорю, Владик, пойди в Чебуреках, спроси, где наушники продаются. Владик идет в Чебуреках вчера, спрашивает, где продаются наушники, и ему говорят, где продаются, сука, наушники за километр. Прикинь, это надо, я думал, я пошутил, а он пошел до Чебуречной, и Чебуречная ему рассказала, где наушники, прикиньте. То есть надо уметь, это талант нужно иметь. Я думаю, что это твой закопанный талант, который ты можешь раскопать и сдать на рыбрынок. Мы стоим сейчас на пути возле одной из станций метро, и скоро оттуда будет прибывать поезд. Вот едет поезд, тихо, туши свет. Конечно, я верю в то, что из этого что-то может быть гораздо интереснее и веселее выйдет, потому что, скорее всего, возможно, этих мест когда-то и не станет, или они изменятся до неузнаваемости, и вот тот момент, который отложится на памяти этого человека под видом фотографий там, или каких-то видеоматериалов, думаю, самое ценное, что можно вывести из этой экскурсии. То есть, представляешь, есть люди, которые абсолютно не понимают, блин, да как можно только что, вот чувак залез под землю, как можно залезть под землю посреди города, люди же смотрят, он какой-то сумасшедший, типа. Но на самом-то деле для нас, вот уже занимаюсь этим уже много лет, это обыденность, и это очень круто, что мы можем вот это вот вынести за рамки нашей общины маленькой, так сказать, подарить это людям, вот это кайф, показать, что так можно, что расширить их границы, их горизонты и показать, что что-то есть кроме вашего офиса, кроме вашего дома, вашей кошки и мамы. Вот есть еще что-то ниже уровня земли, выше уровня земли, на земле, миллион разных понятий, ветвей, вот этих всех корней проекта Urbanix. У меня был определенный опыт с Славом как с проводником. Мы с ним пару лет назад ходили вместе в Черноморскую зону отчуждения. И, к сожалению, погода была далеко не на нашей стороне. Мы попали в страшнейший ливень, в грозу, прямо по пути в Припять. Где на середине маршрута мы должны были идти по ЛЭП, которые были очень сильно заросшие. Мы пошли немножко в обход по нормальной дороге. И благодаря именно этому, его выбору, мы когда дошли в Припять, полностью целы, невредимые и не сожженные волками. Я спокойно выдохнула и заорала: да ну все, конем! Что я думаю об экскурсиях? Это возможность людей, которые в свое время не успели вложиться в создание залазов, побывать в тех местах, которых, чтобы побывать, надо очень сильно заебаться, чтобы побывать на самом деле. Но если есть вариант экскурсии, это охуенно. То есть просто прийти готовы. Думаю, Влад очень хороший проводник, так как у него достаточно хорошо подвязана речь. Он на ходу может быстро сориентироваться. Я учился, я долго учился. Сначала это был паркур на гаражах, потом диггерство, потом я впервые попал в Чернобыль, потом все дальше и дальше. Я не видел преград на пути, я видел лишь задачи, которые нужно было решать. Вижу ли я себя как проводника? На самом деле да, потому что вот я занимаюсь этим уже с 2012 года, получается, с конца 2011, ну пусть это будет начало 2012. Первый раз я спустился в свою подземную коммуникацию, это было интересно, круто и даже страшно. Что я думаю о Ваде как о проводнике? Я бы его сам сводил, конечно, а в 80% мест. Но в тех 20 оставшихся, которые знает он, либо как спутника для тех, кто не знает тех 80, в которых был я бы порекомендовал его однозначно как проводника в них, потому что человек надежный. Я как-то ебался, а он даже не заметил. На самом деле, быть проводником не так сложно. Сложно вот этот процесс, когда ты контролируешь людей, чтобы они не ударились головой, чтобы была безопасность под землей, организовать вот, чтобы все прошло идеально, чтобы не было каких-то конфузов, чтобы никто не подрался, чтобы никто не упал, не ударился. Вот самый важный момент на проводниках – это вот то, чтобы обезопасить всю группу, при этом подарить правильные эмоции и при этом сохранить вот этот динамику этого движения, самой движухи на Urbanix.
комплексе. Мы всегда экспериментируем и хотим дать людям еще больше, чем то, на что они рассчитывают. На тебе огромная ответственность. Тут человеку 17 лет, а тут 35. Тот пьет алкоголь, а тот нет. Ту бросил парень только что, а те затевают драку. Задача экскурсовода и проводника – обеспечить максимальную безопасность мероприятия и сделать любой поход куда-либо как можно интереснее и красочнее. Получится ли у тебя дать людям всякие веселые позитивные эмоции на подземных движухах? Получится. Ну, потому что ты уже это делал там. Но ты сейчас очень ответственно подошел к этому проекту. Я вижу, как ты подготавливаешься, как ты горишь этим. Теперь представь, город, двумерная плоскость. А для большинства город это и есть двумерная плоскость, то есть это улицы. На них и крыша видны, это руф называется. Да, на них на некоторые можно залезть. Да на все можно залезть. Проблема же не в том, где открыто, проблема в том, куда хочется. Куда можно залезть? Куда надо залезть? Все открыть можно. Это руф, да, это все, что видно на аэрофотосъемке. Но на минуточку, чуваки, вы учтите, что помимо того, что все видно на аэрофотосъемке, есть еще то, что на аэрофотосъемке не видно. Это нижняя часть. Думали, когда приходят на данную экскурсию, просто ошарашены вообще размахом подземных систем. И думаю, как минимум, это выход из зоны комфорта, что достаточно полезно в наших серых буднях. Влад, во-первых, это сам по себе диггер, экстремал. Он все пытается познать и так далее, поэтому он не только лазит там где-то в своих районах, у себя там в городе, он посещает и другие города, как, я не знаю, как огромная бочка, в которой накапливается вся эта информация, и которую он уже из богатого своего опыта выливает на своих экскурсиях в виде информативного контента. Если бы я экскурсии водил, я бы по фонарю всем выдал, дал бы в рот. Знаете, ну лучше один раз в стволе в рот фонарь взять, чем с налобником к станции подбегать и запалиться на мустах или на красной шапке, которая со станции вас видит. Влад, как тамада на подземных экскурсиях, просто воплощается в эту роль сполна, потому что у него по-хорошему рот не закрывается. Он постоянно что-то рассказывает именно про то место, где мы находимся, про подземную речку. Он знает про это место, ну, если не все, то очень много. И он может поднять веселый боевой дух при этой подземной экскурсии. Вот люди идут, как-то приуныли, все молчат. И Влад такой: а вот была у нас история с Сусаниным, и понесло. Но мне бы хотелось добиваться всего, чтобы люди получали по максимуму то, чего они хотели. Наладить вот этот вот мост, контакт с людьми, чтобы понимать психологически, что людям хотелось бы. И это в нас исправлять, увеличивать, усовершенствовать, и чтобы люди кайфовали и говорили: вау, такого не делает никто, вот это круто. Люди приходят за эмоциями, за атмосферой, ну и, скорее всего, за яркими впечатлениями, которые у них останутся. Потому что в большинстве своем люди, они живут каким-то привычным ритмом жизни, серотониновыми буднями и так далее. Такие вот необычные места в формате таких подземных экскурсий, которые в большинстве, скорее всего, будут, они как-то это все будут дополнять и открывать город совсем с другой стороны. Наверное, все-таки главная цель нашего проекта – это сделать каждого человека счастливым, чтобы он действительно выходил из портала, из люка, из подземелья, из товарного поезда. Грязный, уставший, подранный такой. Вот так вот идет, вот так в слезах, в поту, вонючий, вот так выходит и говорит: черт возьми, это, блядь, было лучшее, что я видел в своей жизни. Вы попадете в те места, куда редко ступает нога обычного обывателя. Вы почувствуете себя самым настоящим сталкером, руфером и диггером. Вы прикоснетесь к истории своего города и найдете много новых друзей. Мы объединяем судьбы однодумцев и показываем улицы с обратной стороны. Мы вводим людей за колючую проволоку запретных зон. Мы выше и одновременно ниже уровня, где течет скучная и обычная повседневная жизнь. Вне понятий простого человека, вне законов и границ. Мы — это и есть Урбаникс. Ну все, с Богом. Тысячи квадратных километров мега крутых мест позади, но впереди бесконечность. Это старт новой жизни, новая гермодверь на пути нашего приключения. Мое имя Владислав Урбан, и я зову вас творить историю
Это проект Urbanix.